Всем привет! В этом видео мы будем говорить с вами о трехходовке. Пара очень быстрая и очень легко решается. Но я хочу вам показать, как ее решать еще быстрее. Начнем с правого слота. С этого положения можно просто решить через фронт. Но если решать с перехватами, то нужно смотреть наперед. Если у вас свободен этот слот, то рациональнее сделать перехват в эту сторону и решить пару так, чтобы потом продолжить решение в этот слот другой пары. Если у вас свободны вот эти вот слоты, а этот занят, то можно сделать перехват в эту сторону и решить назад. И продолжить решение куба в эти слоты. То есть нужно думать вперед. С этого положения я обычно делаю смещение и решаю назад. Так обычно получается всегда эффективнее. С этого положения можно делать смещение, подворот и загонять назад. Тоже получается достаточно быстро. Ну и ускоряет сборку, чем так вот делать. Так хуже идет. И можно еще делать с этого положения длинный алгоритм. Но это на любителя. Я обычно так не делаю. Такой вот на скорости. И с этого положения я обычно просто подворачиваю и решаю через фронт. Потому что делать перехват, потом подворот, я не вижу смысла. Проще загнать через фронт. Второй вид пары, и это самый легкий вид пары из всего FTL, который вам может встретиться. С этого положения просто делаем 3 хода. Я обычно именно зацепкой делаю, потому что кистью это совсем неэффективно, то есть учитесь делать зацепкой. С этого положения подвернули и зацепкой загоняем. Еще раз. Так вот быстро. С этого положения 2 пальцами подводим и зацепкой загоняем. С этого положения подводим и зацепкой. Все просто. Левый слот пара. И сейчас я расскажу о смысле решения в этот слот. Вообще любых пар. На примере этой пары. Через фронт загонять совсем неэффективно. В левую сторону мне не очень идет, поэтому я делаю перехват сюда и загоняю так. Почему именно в эту сторону? Потому что если мы загоним в этот слот, то даже если у нас 3 слота остается, я без проблем решу в правый задний и в передний, потому что в правый задний очень хорошо решать. Поэтому сюда перехват я точно не буду делать. Делаем назад с этого положения. Если пара встретилась так, то опять-таки я буду по-любому решать со смещением в этот слот, в задний именно. Делаем смещение и решаем. Тут уже у меня на левой руке именно движение кистью идет. Сместили, решили. С этого положения опять-таки я буду делать смещение, подворот и загонять именно в этот слот. То есть вот в эту сторону я точно не буду решать. И с этого положения я буду делать просто перехват, подводку и решение. В общем, вы должны уловить, если касается дела левого слота, то лучше всего отправить его назад, чтобы перед вами открылись все слоты, и даже правый задний, потому что правая рука даже в задний слот лучше решает, чем левая рука в задний слот. Такой смысл. Второй вид пары, и я не перестану повторять, если дело касается левой стороны, то незаменимым является вот такой вот фингертрикс. С этого положения решаю так. С этого положения подводим, палец уже заводится сюда и решаем. Медленно. Так. С этого положения я одиночными движениями подворачиваю и загоняю. Так я не могу делать, потому что у меня этот фингертрикс не прокачан. Просто одиночными подводим и решаем. С этого положения мы подворачиваем правым пальцем
потом заводим его и загоняем в слот. Получается очень быстро. Правый задний слот, и здесь мы руководствуемся тем же смыслом работы со слотами. То есть нужно загнать пару так, чтобы потом этот слот стал у нас левым слотом, левым задним, чтобы 3 слота у нас были под правую руку. То есть вот пара, делаем перехват сюда и загоняем в левый задний слот. Перехват, загон. С этого положения мы делаем смещение и загоняем в левый задний слот. Так, с этого положения мы можем просто сделать перехват, подвести двойным движением и загнать. Можно работать со смещениями, кому как удобно. С этого положения тоже делаем перехват в эту сторону и загоняем пару в левый задний слот, чтобы 3 слота под правую руку у нас были. Ну, можно еще решать без перехвата таким вот алгоритмом, но это не всегда эффективно, потому что работа сразу с 2 слоями может перевернуть кубики, и у вас будет заклинивание граней. Так что я так вот загонять не советую. Ну, у кого это быстро идет, то те пускай загоняют. Второй вид пары, и здесь существует 2 стиля загона. Можно, не отрывая пальцев, загонять кистью. Можно делать таким вот способом. То есть просто пальцами мы поднимаем грань и опускаем. Но я обычно загоняю через кисть. Итак, с этого положения просто загоняется так. С этого положения подводим и плавно загоняем так. С этого положения двойным движением подводим и кистью загоняем. И с этого положения подводим, загоняем кистью. Левый слот, первый вид пары. И тут, понятное дело, не будет работать тот принцип, когда мы загоняем в левый задний слот, и эти 3 слота становятся перед нами. Здесь мы будем просто загонять в правый задний слот, чтобы поднять эффективность в общем. То есть пара встретилась, сделали перехват, загнали в правый задний слот. С этого положения мы можем делать перехват и такой вот загон, либо можно делать смещение сюда и решать уже так. Тут уж как кому удобнее, это идет в принципе за одинаковое количество времени. С этого положения можно делать перехват, двойным движением подвели, загнали. Либо работать со смещениями. Сместили, подвели, решили. Тоже тут достаточно быстро получается. С этого положения мы просто делаем перехват и загоняем так. Перехватили, загнали. И загоняем всегда в правый задний слот, чтобы поднять эффективность. Второй вид пары, и тут учитесь делать через кисть всегда. То есть не отрываем пальцы и работаем с кистью. Пара, такой вот загон. Смысл в том, чтобы остаться в таком же положении рук, как мы и были. Так вот, когда мы загоняем через кисть, мы в таком положении и остаемся. Если бы мы делали там мини-перехват какой-нибудь, то это совсем неудобно. Загоняем через кисть. С этого положения тоже подводим и загоняем через кисть. С этого положения подводим, загоняем через кисть. В общем, смысл такой же. Подвели, загнали. Ну и с этого положения такой же смысл. Подвели, загнали. Работаем всегда через кисть. Вот и все, что я вам хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, после просмотра вы по-новому взглянете на трехходовку и будете решать не только быстро, но и эффективно, смотря на будущее и правильно работая со слотами. Ну а с вами был Виктор Данилов. Увидимся в следующем видео.